И снова Влад оторвал ЗД от диванов. А все почему? Потому что в доме завелся конь. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну. Добреть начну. Добреть начну. Железный конь о двух колесах, и я ему безмерно рад. Давно хотел. Еще один пунктик загаданных желаний на 25 год, который можно пометить плюсиком. 15 апреля подобрал я его в плачевном состоянии. Копыта перебитые, удила порванные, седло обглодано. На следующий день Алекс из больнички для велоконей по улице Пушкина помог мне его подлечить, апгрейдить, так сказать. И уже 17 числа с моим парнокопытным мы вышли на большую дорогу. Породу коня, честно говоря, я не знаю, горный это или грейвел, еще какой-то. Я пока в этом мало разбираюсь. Кажется, горный велосипед. Если есть у меня среди зрителей те, которые разбираются, напишите, пожалуйста. Напишите мне, что это за зверь такой. Оставайся на плаву всегда. Мой мустанг, красавчик. Ну как мустанг? Это не совсем мустанг, такой мини-мустанг. Пони, я бы сказал бы. 26-е копыта стоят. Для моего роста 1,90 м. Он, конечно, маловат. Немного не мой размерчик. Самый минимум, который для меня подходит. Несмотря ни на что, я безмерно рад, что он у меня есть. Честно, даже сложно передать, насколько. Разгоняешься, вот это вот чувство полета, внутренней свободы. Вот как тут не порадоваться такому новому другу? Я давно хотел вел и обязательно с дисковыми тормозами, так как раньше с такими дискачами дела не имел. Было интересно разобраться, как это устроено. Но опять же, что в любое время, в любой ситуации суметь починить. Так, думаю, надо рассказать, какая реанимация, какая первая помощь была оказана этому пациенту. Поменял тормозную систему. Теперь конь с новыми колодками. Поменял, поставил новую цепь. Звездочки поменял, кассета была тоже ушатанной. Поменял ему тросики. Втулка задняя была убита, начали менять. Оказалось, что и обод тоже не жилец. Пришлось поменять. В общем, подлатали коня. Седлуху бы, конечно, тоже заменить, но пока не к спеху. Хочу на ней погонять, разобраться, какая мне нужна. Они бывают и поуже, и пошире. С этим надо определиться. Есть еще что хотел бы добавить, переделать. Но пока так, основное сделал. Основные вопросы решены, а все остальное буду уже решать по мере необходимости. Есть еще такой момент, который надо учитывать тем, кто хочет обзавестись железным другом. Коня-то я подчинил, подковал, но надо понимать, что это не все. На этом расходы не заканчиваются. Теперь надо фонари, насос, ремкомплект, подсумок. Такие вроде мелкие, но необходимые добавления. Вот руль. Руль мне хотелось бы повыше, конечно. Но это из-за ростовки его как-то не поднять. А так немножко неудобное положение. Руки вытянутые. Насколько я знаю, должны быть они немножко согнуты в локте. Обвес, к сожалению, не Shimano. Дешман какой-то. Ну что поделать, пока он оправдывает то, для чего его взяли. В кругосветку мне пока на нем не ехать. Для начала надо элементарно вкататься. А для этого он вполне, для этой задачи он вполне подходит. Оставайся на плаву всегда. Друзья, если у вас есть мысли о велосипеде, не ждите, пока у вас появится бабло, чтобы взять какой-то там фельдеперсовый за 3-5 тысяч евро. Берите то, какой вы можете себе сегодня позволить, и наслаждайтесь. Ребята, велик — это кайф. К тому же это такая шикарная мини-телепортация из точки А в точку Б. Я вспоминаю, как я ходил, теперь мне на это надо намного меньше времени, чтобы все успеть. Очень удобно решать какие-то вопросы по городу. Понятно, кто-то скажет, нафига мне велосипед, у меня машина есть. Ребята, это не то. Машина — это расходы. Расходы как на вторую семью. Как минимум ее надо заправлять, а потом еще мучиться в пробках, в поиске парковки. А с коняшкой никаких пробок, никаких парковок. К тому же, опять же, для здоровья полезно. Аргумент. Да, чуть не забыл, с одеждой. С одеждой тоже надо что-то придумать. Апрель у нас в этом году как никогда выдался прохладный. Вот стоять жарко.
разгоняешься, задувает нехило так, приходится застегиваться. Поэтому надо предусматривать какую-то курточку, накидочку с собой. Непривычно, конечно. И да, и штанина цепляет. Я тут приспособил вот на первое время липучку. Пока нормально. Пока пойдет. Дальше, я думаю, уже определюсь и с одеждой совсем. Чем больше вкатываешься, тем зарабатывается практика. Ты уже понимаешь, как одеться, как ехать, как что делать. Вот такой получился сегодня выпуск. Я похвастался, поделился с вами своей радостью. А еще у моего коня до сих пор нет имени. Надеюсь, с вашей помощью давайте все вместе придумаем какое-нибудь красивое имя этому мустангу. А? Друзья, пишите свои варианты имени в комментарии под видео. Надеюсь, это видео кому-то напомнит о том, что он давно хотел велосипед. И сподвигнет его подарить себе радость. Остаемся на плаву. Кнопка подписаться и палец вверх-ниже. И не забудьте в комментарии написать про моего нового друга, технические моменты, подсказки, пожелания. И давайте придумаем ему имя. Пишите. Комментарии ниже. Оставайся на плаву всегда, что бы ни случилось в пути. Ветер, шторм или тишина, ты продолжай, не упади.